Привет, будущие трейдеры! Это первый урок из полного курса по торговле на любом рынке, неважно фондовый, валютный или криптовалютный. По итогам курса вы получите полную информацию, которая вам позволит прибыльно, профитно торговать на любом рынке и на любом таймфрейме. Так, без лишних слов приступим. 80% времени я торгую акции, но это не мешает вам торговать, например, только криптовалюту. Стратегии будут абсолютно везде одинаково отрабатывать. Я использую а, свечной график и двухминутный таймфрейм. Что такое таймфрейм? Это период времени, в течение которого формируется свеча. Что же, собственно, такое свеча? Свеча – это а, способ отображения ценовой информации за определенный период времени, то есть таймфрейм. А, Чуть более подробно поговорим. Свеча имеет тело и имеет тень. По умолчанию свечи по цветам делятся на зеленые и красные. Тут несложно догадаться, что зеленая свеча говорит о том, что цена за время формирования свечи выросла. У нее будет в этой точке открытие с первой транзакции в начале двухминутки. Свеча появляется, формируется, и в течение 2 минут в нашем случае цена будет изменяться. Цена может повышаться, понижаться, и по истечению 2 минут свеча закроется и откроется следующая с первой транзакцией. Закрытие и открытие свечи формируют тело свечи. Что такое тень? Тень – это максимальные или минимальные значения цены за промежуток формирования, за промежуток времени, в течение которого формировалась свеча. Красная же свеча имеет открытие в верхней части и закрытие в нижней части. Основа нашей торговли – это фэтбар. Почему именно фэтбар? Чаще всего движение в рынке появляется с проявлением силы. И как раз в момент проявления силы мы должны получить сигнал, который скажет нам, что мы можем зайти в рынок, открыть позицию. Также этот сигнал должен нам давать возможность поставить где-то наш стоп. Это не должен быть какой-то выдуманный стоп. У вас должна быть четкая стратегия по стопу. Почему? Потому что ваши сделки должны быть 1 к 2 или 1 к 3. Иногда бывают случаи, когда у вас сделки могут быть 1 к 1, но это при условии, что у вас высокая вероятность получения прибыли. Что такое 1 к 2 или 1 к 3? Например, вы рискуете 1 баром, чтобы забрать в 2 раза больше. Тогда имеет смысл заходить в такую сделку. При этом у вас еще должна быть вероятность выше стандартной, то есть стандартная вероятность это 50/50. Стратегия торговая, качественная стратегия позволяет увеличить эту вероятность вплоть, там, скажем, до 80%, в очень редких случаях до 90%. Не бывает стопроцентных стратегий. Стратегии, кто бы что ни говорил, имеют просто вероятность. Они не могут быть стопроцентными. Иногда на рынке выходит какая-то новость. Иногда появляется какой-то крупный игрок, который ломает весь ваш график. И много разных причин, почему стратегия может не отрабатывать. В любом случае, ваша успешная торговля на 10-15% зависит от вашей стратегии и в остальном от дисциплины и опыта, который вы будете получать. Опыт обязателен. Итак, вернемся к фэтбару. Что такое фэтбар? Это свеча, которая хотя бы в 3 раза больше средних свечек, там, скажем, 10-15 предыдущих. Фэтбар всегда должно быть видно на графике.
Фэтбар– это первый шаг в начале движения. Именно он показывает силу движения, и мы должны заходить. Он же нам говорит о том, что стоп мы можем поставить за него. То есть, например, фэтбар сформировался, свечка закрылась, открывается следующая, мы можем зайти в сделку, стоп, базово ставим за него. Все, уже четко. Но прежде чем зайти в сделку, вы в любом случае должны оценить, где ваши цели. Их должно быть хотя бы две, желательно три. То есть первая цель, например, это 1 к 1, и вы должны рассчитывать на то, что хотя бы до этой первой цели мы дойдем и какую-то часть прибыли уже будем фиксировать. В зависимости от сделки вы будете также переносить стоп. Например, стоп за pullback или откат, может быть стоп у вас бар by бар передвигаться. Но обо всем этом в следующих уроках, а пока мы просто поговорим о фэтбарах. Фэтбары одинаково отрабатывают как в лонговом движении, то есть при повышении цены, так и в шортовом движении на понижении цены. На некоторых рынках имеется возможность зарабатывать как на повышении цены, так и на понижении ее. То есть, например, если вы торгуете акцией, что значит зайти в шорт? Например, вы берете у брокера в долг акцию по 101, сразу ее продаете, цена опускается, вы откупаете акцию эту за 100, возвращаете акцию обратно брокеру и, получается, заработали на разнице. То есть в вашем случае $1. Фэтбар всегда будет виден на графике. Не надо пытаться его искать. Если вы его сразу не увидели, значит его просто нет. То есть очевидно, что здесь никакого фэтбара нет. Здесь же налицо вот два из них. Фэтбар бывает инициирующий и завершающий. Чтобы зайти в трейд, в основном нас интересует инициирующий бар. Особенно, когда он выбивает от 5 предыдущих свечек. Именно в этот момент зарождается движение, и мы должны зайти в трейд. Как я ранее сказал, мы заходим, как только он сформировался, и стоп переносим, ставим за него. Что такое завершающий бар? Завершающий бар, чаще всего говорят, акция или любой другой актив удлиняется, и это служит нам сигналом о том, чтобы выходить из сделки, либо это говорит о том, что движение заканчивается, и скоро будет либо pullback, либо, допустим, полноценный разворот. Сила фэтбара. Очень часто в нашем курсе я буду говорить о 30% или треть и 50%. Это будут откаты, это будут гифты, ну и многое другое тоже вы увидите и услышите в следующих уроках. Пока фэтбар находится в верхней, формируется в верхней своей трети, это говорит о том, что рынок находится под полным контролем покупателей. Наверняка вы уже знаете, что на рынке есть покупатели и продавцы, они же быки и медведи. Если кого-то из них становится больше, то движение начинается в их направлении. То есть если покупателей больше, естественно, цена будет покупаться по закону спроса и предложения. Итак, пока мы находимся в верхней трети, находится под хорошим контролем покупателей. Как только мы переходим ниже 30%, никогда не пытайтесь рисовать линию, это, скажем так, условная зона, где-то в районе 30%. Это значит, что покупатели начинают терять свою силу, как только мы переходим ниже 30%. Если мы падаем ниже 50%, то можно сказать, что контроль потерян. Мы будем
продолжать наблюдать за ситуацией, но могут уже начать возникать вопросы. То есть выходить нам из сделки, либо, может быть, перенести куда-то стоп, либо, может быть, полностью закрыть позицию, либо в некоторых случаях это возможность добавиться в позицию. Если мы перешли в нижние 30%, то есть закрыли большую часть свечи, продавцы закрыли большую часть свечи, то контроль уже потерян. Это будет сигналом к выходу из сделки, может быть, в некоторых случаях к заходу в сделки. Тоже обо всех этих вариантах и, скажем, тактиках, назовем их, мы будем говорить позже. То же самое относится и к шортовым свечкам. Вот это наиболее сильный сигнал зайти в трейд, либо перевернуться из сделки. Ни в коем случае не усредниться. Если вам кто-то говорит, если кто-то вам рассказывает, что усредняться это хорошо, нет, сразу подальше бегите от этого человека, который вас учит тому, что нужно усредняться. Будет у нас такое понятие, как гифт, но при этом стоп у нас изменяться не будет, потому что инициирующий нас сигнал, на него ничто не влияет. Мы не можем стоп перенести ниже, мы можем перенести стоп только выше, вне зависимости от происходящей ситуации. Это наиболее сильный сигнал, говорит о том, что контроль продавцами навсегда потерян. Что это значит? С очень высокой вероятностью мы не перекроем эту свечку снова. То есть это отличный сигнал зайти в позицию. Дальше. Не обязательно в течение свечи могут происходить изменения. Это может быть несколько последующих свечек, которые могут перекрывать сигнал, по которому вы зашли. Если вы посмотрите на 2-минутный таймфрейм, допустим, это вот наш случай, то вы увидите две свечки. Вторая свечка перекрывает только часть, и мы уже можем сделать вывод, что ситуация находится под полным контролем покупателей и волноваться не о чем. Но если вы переключитесь на 5-минутный таймфрейм, вы увидите, здесь будет просто тень второй свечки, еще не будет, так как прошло всего 4 минуты. И получите ту же информацию, которая была, допустим, вот здесь. То есть все зависит от используемого таймфрейма. Итак, теперь конкретный пример. Сразу невооруженным глазом виден вот фэтбар, еще один, еще один. Очень важно положение фэтбара, именно позиция. Тоже будем говорить об этом в дальнейшем. Вот этот фэтбар – это как раз наш сигнал открыть шортовую позицию. Мы заходим здесь, стоп ставим за него, и дальше получаем прекрасное движение. Мы рискуем всего одной свечкой, ничего не гадаем, четко понимаем, что будем делать. При этом посмотрите, какой потенциал профита. Там 1 к 5 к 6 легко. Да, конечно, вы будете частями фиксировать прибыль. Например, здесь вы можете, это мой рабочий график, вы видите, что я использую всего один индикатор в нескольких вариациях. Это 200-ка средняя скользящая, 20-ка и 8-ка. О них мы более подробно поговорим в следующем уроке. Это у нас 2-минутный биткоин. Прекрасный сигнал зайти в лонговую позицию. Точно так же вы увидите несколько фэтбаров. И один из примеров завершающего. И после этого вы можете увидеть, если это наше полноценное движение, то мы откатили приблизительно на 50%. То есть наш таргет, если мы здесь заходим в шорту на удлинении, то наш таргет
базово 30% первый от движения, которое было ранее, и до 50%. Закрываем там вторую часть, и третью часть мы просто будем смотреть по характеру движения, то есть будем двигать стоп-бар бай бар, либо будем по средней скользящей стоп двигать. Тоже об этом потом. Итак, мы бы здесь зашли. Стоп за него. Вы можете увидеть, что мы стоим приблизительно в 50% этого бара. То есть ситуация все еще находится под контролем. Иногда вы будете видеть проторговку. От нее вы получаете фэт-бар. Иногда рынок будет откатывать к уровню этой проторговки и дальше давать от нее хорошее движение. Здесь бояться нечего. Скорее всего, в любом случае этот бар выбит не будет. Наиболее ценен фэт-бар, если он начинается снизу. Тогда абсолютно никаких проблем зайти в сделку. Но, предположим, вы увидели вот такой большой фэт-бар. Первый вопрос, который вы должны задать, где находится мой стоп? Стоп будет за ним. Предположим, вы заходите в верхней его части, и вы должны прикинуть, так, хорошо, вот мой риск, 1:1 будет здесь, 2:1 будет в этой точке. Вероятно, это слишком большие риски для вас, и, возможно, ваш актив просто туда не дойдет. Как мы можем сократить наши потенциальные потери? Есть правило стопа 30%. Что это значит? Допустим, вы зашли в верхней части, и в каком случае вы можете стоп поставить в районе нижней трети этого бара? Ранее вы уже узнали, что как только мы опускаемся ниже первой трети, то контроль покупателями уже потерян. Лучше всего этот стоп работает, когда ваш фэт-бар больше обычного. Например, он может быть слишком большим. Если этот бар слишком большой, то вы уже туда не входите, в принципе, в этот трейд. Потому что, возможно, он своим одним движением показал весь потенциал, который может быть. И дальше просто вы получите очень длительный откат, от которого вы просто устанете, и который медленно и методично будет у вас забирать деньги. Наиболее явный пример, например, предположим, вы попали в какую-то новость. Например, Байден сказал что-то негативное, и рынок резко отреагировал одной большой свечой. Вы, не зная этого, можете подумать, что получили фэтбар, но на самом деле это новостная реакция, и ничего, кроме нервотрепки и потерянных денег, вы там не получите. Итак, это первая возможность. Первая возможность. Если фэтбар чуть больше нормального фэтбара по размеру, а это понимание придет у вас только с опытом. Например, если вы постоянно торгуете биткоин, вы уже будете понимать, насколько большой бар вы получили. Если фэтбар чуть больше стандартного для этого актива, то вы можете зайти в трейд и поставить стоп в нижнюю треть. Также вы можете чуть заранее зайти до закрытия вашей двухминутной свечи. Например, у вас двухминутный таймфрейм. Вы можете зайти по истечению минуты 45 секунд. То есть вы понимаете, что бар уже достаточно большой и недостаточно времени цене вернуться обратно к точке открытия. Вы можете преждевременно зайти в трейд. То есть, например, свеча находилась все на этом уровне,
вы понимаете, что размера этой свечи достаточно, чтобы зайти в трейд, заходите и стоп ставите в район нижней трети по итогу. То есть предварительно вы ставите стоп за нее, и это будет, например, уже приемлемый риск. Дальше, если свеча закрылась еще выше нормальной, вы можете сразу перенести стоп в нижнюю треть. Таким образом, вы, скажем, на 30%, на 30-40% сократили свои риски. Также вы можете зайти в трейд, поставив по факту формирования свечи заявки на покупку в верхней трети. Тем самым вы также уменьшите свои риски. В среднем будет, допустим, где-нибудь вот здесь ваша цена, и это будет ваш риск. Вы сократите, допустим, на 15, 20, может быть, 30%. Так, и последний пример трейда. Вы получаете прекрасный фэтбар и получаете еще несколько. Это тоже двухминутный биткоин. Это ваша точка входа. Опять же, рискуете одной свечой. Вы можете увидеть, что была возможность зайти, выставить заявки в верхней трети бара, и вы бы получили позицию, тем самым сократив риски. Но величина бара не такая уж и крупная, чтобы переносить стоп в нижнюю треть его. Поэтому базово вы ставите стоп за него. Дальше вы получаете движение 1 к 1, фиксируете какую-то часть. У нас будет понятие First Pullback Buyable. Что это значит? То есть первый откат после начала движения вы можете добавляться. Вы смотрите, что мы находимся в верхней трети первичного движения. Это говорит о том, что ситуация находится под отличным контролем покупателей. Дальше вы получаете снова фэтбар, либо добавляете сделку, либо снова в нее заходите, стоп ставите за него, получаете несколько продолжений. У нас будет правило: после 3 пушей нужно закрывать часть позиций. То есть вы увидели, это был первый пуш, второй пуш, третий, и на третьем пуше вы уже часть фиксируете. Дальше один из вариантов: вы можете стоп двигать бар-бай-бар, то есть как только полностью сформировался бар, вы переносите стоп за него. После того, как сформировался еще один, вы переносите за него, и в этой точке вы закрыло по стопу. Так, на этом мы закончим первый урок. Он был вводный. Мы разобрали самую основу начала формирования движения. Это супер важно. Рекомендую вам полистать графики, разные валютные, фондовые, криптовалютные, и посмотреть, как часто встречаются фэтбары. Вы будете видеть их очень часто. В будущих уроках мы поговорим, в какой позиции именно должен появиться фэтбар или другие сигналы. Также поговорим подробнее о индикаторах. И пока на этом все. Пишите свои комментарии. Я буду обязательно их читать. Моя мотивация находиться с вами — это ваши комментарии, лайки и подписка. Чем больше будет вас, тем с большим удовольствием я буду давать вам записывать уроки. Все, а пока на этом все. Профитных трейдов. Спасибо.